Всем привет, друзья! Давайте сегодня вместе приготовим тирамису с яичным ликером. В состав этого наивкуснейшего итальянского десерта входят сыр маскарпоне, кофе эспрессо, сахар, бисквит и сырые яйца, которые мы заменим яичным ликером. Тирамису с ликером нисколько по вкусу не уступает оригинальному рецепту, так как в ликере присутствуют яйца. Для начала приготовим бисквит. В глубокую чистую чашу отправляю 6 яиц. Яйца среднего размера. Щепотку соли. «200 грамм сахара. Сахар измельчила в пудру». В этом рецепте сахарная пудра не предусмотрена. Яйца увеличились в объеме в 3 раза. Добавляю 250 грамм просеянной муки. Мука под номером 405. Поверх муки чайную ложку разрыхлителя. Ванильный экстракт, где-то чайная ложечка. И сюда же добавляю 6 столовых ложек холодной воды. Тесто еще раз хорошенько вымешиваю с помощью силиконовой лопатки. Продукты для приготовления бисквита должны быть комнатной температуры. Выпекать буду в 2 формочках. Тесто визуально делю напополам. Выпекать бисквиты буду в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки засеку. Размер форм опишу внизу под видео. Бисквиты готовы, я их выпекала ровно 20 минут. Теперь бисквитики нужно будет хорошенько остудить. Бисквит очень красиво подзолотился.
Прошло 2 часа, посмотрите, бисквиты хорошо стабилизировались, остыли. Теперь приготовим крем. Для крема мне понадобится 400 мл холодных жирных сливок. Все продукты для крема должны быть холодной температуры. Щепотку соли. 4 столовые ложки сахарной пудры. Пудра по вкусу. Я не люблю слишком сладкие крема. Добавляю 4 чайные ложки загустителя для сливок и продолжаю взбивать. К взбитым сливкам добавляю 500 грамм маскарпоне. «250 грамм яичного ликера, вернее 250 миллилитров. И теперь все хорошенько перемешиваю с помощью силиконовой лопатки. И в течение 1 минуты можно пройтись миксером. Вот такой нежный воздушный крем должен получиться. Крем хорошо держится на лопатке, не стекает. После того, как сделала крем, сразу начинаю собирать десерт. Десерт собираю в той форме, в которой выпекала бисквиты. Форма 22 на 18 сантиметров. Дно формы смазываю небольшим количеством крема. Укладываю бисквитик. Бисквит буду пропитывать свежеприготовленным крепким кофе, кофе эспрессо.
Бисквит в себя очень хорошо впитывает жидкость. Крем визуально делю напополам. Старайтесь распределять равномерно по всему коржу. Укладываю следующий бисквитик. Снова пропитываю кофе. Я приготовила 300 мл кофе, но это будет многовато. В кофе по вкусу можно добавить крепкий алкогольный напиток. 1-2 столовые ложки. К примеру, марсала, коньяк, ром. Но я этого не делала. Выкладываю остатки крема. Крем очень ароматный. Не делайте его заранее, иначе алкоголь весь выветрится. Если вам нравится видеть слои тирамису, тогда можете сделать в прозрачной форме. Но у меня нету подходящей прозрачной формы, поэтому делаю вот в закрытой. В открытой форме я готовлю круглые. Вот круглая форма у меня есть. А квадратную нужно будет купить. Приготовленный десерт сверху посыпаю какао. Верх какао присыпаю тертым белым шоколадом. И теперь вот такой красивый приготовленный десерт отправляю в холодильник приблизительно на 3 часа. Он должен хорошенько охладиться. Десерт простоял около 3 часов в холодильнике.
Вот такой красивый, нежный, мягкий и невероятно вкусный десерт у нас получился. Чайная ложечка очень легко проваливается. В этом десертике все прекрасно. По желанию можете полить сверху яичным ликером. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.